Здравствуйте, товарищи! В эфире программа «Красная пчела». У микрофона политический обозреватель Федор Бирюков. В роли партийного критика, как всегда, Кирилл Викторович Рычков. А главный герой нашей программы руководитель пресс-службы фракции КПРФ в Госдуме, секретарь Центрального комитета Компартии, первый зампред Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Андреевич Ющенко. Здравствуйте. Добрый день, Федор. Здравствуйте, Кирилл. Да, здравствуйте, товарищи. Я сразу для наших зрителей коротко поясню эту свою непростую роль партийного критика. Закон о предвыборной агитации исключает в наших эфирах создание любого положительного образа, поэтому я никому из своих коллег не могу доверить такую роль, как человека, который будет здесь цепляться к словам и находить всякого рода несоответствия, противоречия и так далее. Ну, естественно, по-товарищески. Мы договорились с Александром Андреевичем, что обсудим немножко прошлого, немножко будущего. Самый распространенный вопрос, который в контексте этой своей не вполне обычной роли я задаю своим коллегам. Как вы считаете, Александр Андреевич, а какую ответственность КПСС несет за развал Советского Союза? Ответственность КПСС за развал Советского Союза, она лежит, думаю, что она лежит в том, что КПСС на себя сама не могла посмотреть со стороны, как она двигается, как она развивается, как она меняется, как она отвечает запросам нынешнего времени. То есть она немножечко, та номенклатура, которая составляла руководящую роль КПСС, немного отошла от реальности, от действительности, не желая в некоторых ситуациях опускаться на землю. Но это маленькая часть, маленькая толика, которая, наверное, маленькая составляющая часть, то, к чему, собственно, привело. Я понимаю, что скоро 19 августа – это дата, которая, в общем-то, связана с развалом нашей страны. Тяжелейшая дата, я помню эту дату. И это одна из составляющих частей, которая, собственно, привела к тому, что, собственно, произошло 19 августа. На самом деле этих составляющих частей было достаточно большое множество, в том числе, конечно, и воздействие нашего идеологического противника. Это была холодная война. Холодная война с самыми жестокими методами ведения ее. Только сейчас история открывает страницы, что приходилось переживать, через что проходили страны, через что проходили, собственно, жители, люди, представители спецслужб, военнослужащие. Это все было составляющей часть большой холодной войны, которая, в общем-то, привела к тому, что наша Родина, Союз Советских Социалистических Республик, потерпел в этом отношении, соответственно, поражение. Я хотел бы акцентировать внимание, что я когда играю роль этого партийного критика, я не буквально в роли или не буквально в образе. То есть те вопросы, которые я задаю, они так или иначе меня как члена партии, вообще как гражданина, который также разделяет трагедию, которая произошла с страной, тоже еще этих ответов. КПРФ говорит о себе как о правопреемнице. Да, юридически она не является правопреемницей, но понимаем, что продолжает дело, по крайней мере, в идеологическом смысле. Вы правильно, справедливо, это одна из действительно таких веских причин, что не было этой институциональной возможности взглянуть на себя со стороны. А как в этом смысле изменилась Компартия России, как она смотрит на себя со стороны, что ей позволяет? Черномырдин в свое время сказал, что у нас что не строй, все КПСС получается. Чем принципиально КПРФ отличается от КПСС, что мне, как избирателю, подсказывает, что ребята молодцы, ребята сделали выводы? Во-первых, самые тяжелые годы, вы помните, наверное, когда произошло событие 91 года, так или иначе, веяние времени, люди, многие обманутые этим, простые люди, действительно тогда ликовали каким-то образом, думали, они получили рынок и так далее. В этих условиях, конечно же, настоящие партийцы, настоящие товарищи, которые выполняли свои задачи, в том числе и на местах, это региональные наши руководители в том числе, они были многие рядовыми партийными сотрудниками, многие занимали руководящие посты
были секретарями в своих регионах, в своих райкомах. И в основном это то среднее звено, которая там, я думаю, что это та цементирующая часть среднего звена, которая выкристаллизовалась, прошла через определенные испытания, зачастую не просто критику, а оскорбления со стороны оппонентов, которые поддержали которые поддержали развал и вот эти демократические так называемые изменения. И людям, которые оставались верны партиям, да, во многом прошли через определенные жернова испытания, для того, чтобы собраться, восстановить партию. И это люди, которые стояли у самых истоков восстановления партии. Это Геннадий Андреевич Зюганов, Иван Иванович Мельников, который, в общем-то, был руководителем парткома в МГУ. Это люди среднего звена. И они, Геннадий Андреевич был, он работал в ЦК, но он тогда уже выступал, я напомню, уже работая в ЦК, он выступал с воззванием к верхушке ЦК КПСС. Он выпустил слово к народу, которое поддержали многие известные личности. И это слово к народу, оно было напечатано и в Советской России. Архитектору развалин, который был напрямую обращено к Яковлеву. А в то время это было тяжело сделать. В то время это было достаточно, можно сказать, что это действительно был подвиг для того, чтобы, несмотря на ту систему, куда ее гнали, те же Яковлев, тот же Горбачев был генеральным секретарем, обладал колоссальной властью, колоссальными возможностями. И, естественно, те люди, которые сегодня, и Шеварднадзе, я помню, и Козырев, напомню, такие личности были тогда, соответственно, потом Козырев пришел. Поэтому в этом отношении, конечно же, люди прошли через тяжелейшие испытания для того, чтобы собраться и восстановить те светлые идеалы, восстановить партию. И она восстановилась как в виде КПРФ. И взяв все то самое лучшее, что было у КПСС, а было действительно много, это большая история, прошедшая через войны гражданскую войну, Великую Отечественную войну, индустриализацию, прорыв в космос. Это тоже партия. Партия не была просто партия была система управления. И вот то, что взявшие вот все самое лучшее, сбросив с себя все эти пережитки, соответственно, партия родилась в новом обновленном виде, в виде КПРФ. Я вас спросил скорее о некой форме институционализации сомнения. Какое словосочетание интересное получилось. Просто я, как рядовой член партии, лишен возможности наблюдать рабочую жизнь руководства партии. Вы, как член ЦК, можете мне рассказать об этом. Ну, то есть, я спрашиваю о чем? То есть, каким образом поощряется дискуссия на самом верхнем уровне? То есть, вот абсолютно понятно абстрактный пример, но вот неожиданно Геннадий Андреевич принимает решения, которые, ну, скажем так, идут вразрез с логикой или вразрез. То есть, что в данной ситуации помешает? То есть, какой институт внутри партии остановит лидера партии от неправильных действий? Во-первых, лидер партии на то и лидер партии, на котором лежит вся большая ответственность, в том числе за каждого человека, за каждое принятие решения. У нас не принимаются решения в индивидуальном плане. Все, кто знает Геннадий Андреевич, для того, чтобы принять то или иное решение, он 10 раз посоветуется со всеми. Он соберет, обсудит, послушает мнение, более того, критические замечания. После этого, это что касается официальных принятия решения с точки зрения институциональности руководства партии. Руководство партии – это президиум партии, это секретариат. Но помимо этого, он с каждым человеком, еще с каждым рядовым членом партии, в том числе может обсудить в рамках частного разговора те или иные острые вопросы. Он никогда не предпримет те или иные решения, исходя из своих личных пониманий.
компанией. Это очень важно. И именно поэтому сегодня партия с 93 года прошла через огромные испытания, через беспрецедентные выборные кампании, которых ничего не было, ничего рядом с честностью, ни с какими там четкими ведениями агитационной работы. Я напомню, только 96 год что собой представлял. Поэтому в этих условиях, конечно же, Геннадий Андреевич никогда не принимает решения самостоятельно. И чтобы из этого там о его решении узнал руководство партии только после принятого решения и озвучено. Нет, конечно, этого не бывает. Плюс ко всему, но я могу сказать, поскольку я с Геннадием Андреевичем проработал с 95 года, работаю достаточно близко, и у него очень сильно развито чувство внутреннего инстинкта. Оно настолько, грубо говоря, есть старая поговорка, не знаю, что сделать мячом, отдай его Белову. Это известная поговорка. Отдай кому? Белова это в баскетболе. А это известный баскетболист. Но вот точно так же, не знаешь, как поступить, спроси у Геннадия Андреевича, он обязательно скажет. Интуиция у него развита великолепно. Вы говорите мне о личности, а я вас спросил скорее о должности. А какой институт? Я по-другому перефразирую тогда свой вопрос. Вы спросили, я думаю, кто может повлиять на самостоятельное принятие решения, и я ответил на то, что самостоятельного решения быть не может. Но если оно может быть, есть президиум ЦК, который может так или иначе, но таких прецедентов не было. Еще раз говорю, вы говорите о личности, а я хочу вот именно теоретически разобрать этот вопрос. Я говорю о личности лидера партии, который олицетворяет своей деятельностью, в том числе и всю деятельность партии. Да. Авторитет Геннадия Андреевича в партии мне хорошо известен, но он, естественно, сомнению не подвергается. Что называется, заслужил человек. Я спросил о другом. Вот смотрите, если вернуться немножко назад и вспомнить вот тот же 85-й год, я уверен, что в окружении Горбачева вот таких слов про него тоже говорили много. Здравый, умный и много замечательных. Да, в принципе, вся страна восторженно вот вы знаете, мы опять вернулись к тому, роль личности в истории. Да. Какая личность в истории принимает то или иное решение? Мы же разные вещи диаметрально противоположны. Мы говорим о Горбачеве и говорим о Зюганове, который, это совершенно диаметрально противоположные личности. Мы говорим об институционализации. Вот мы буквально перед вами с вашим коллегой Георгием Петровичем Камневым обсуждали как раз вот защиту от дурака. Геннадий Андреевич не молодой человек, 80 с лишним лет. Мы все понимаем, что рано или поздно станет вопрос о смене председателя партии. Мне партии. 56 лет, и я прекрасно понимаю, что у всех представителей. Но мы с вами, это наша общая боль и проблема должна быть. Как мы можем быть с вами застрахованы от того, чтобы на смену Геннадию Андреевичу не пришел человек, который наломает дров? Как вот это сомнение, критика, защита институционализирована сейчас в партии? Может ли пришел на смену, все, Геннадий Андреевич, я говорю, как личность не обсуждаем. Но, понимаете, внутри партии, вот вы же человек достаточно опытный, грамотный, и понимаете, как устроена партия, в том числе, как она развивается. И вы видели, если Геннадий Андреевич, вот сейчас многие наши оппоненты критикуют, обвиняют в том, что он там у руля все 30 лет, но он не просто так у руля 30 лет. Просто человек, который прошел все испытания, он сегодня олицетворяет лидера партии. И лидер партии, поверьте, больше всех нас, для него тяжелым грузом лежит, что будет дальше от партии, что он дальше оставит. И поверьте, с его огромным опытом, с его пониманием сегодняшней жизни на земле, потому что не разобравшись в каждой элементарной, маленькой, даже самым по небольшим бытовым вопросам, он не примет никакое решение. Именно поэтому он понимает все, что происходит. У него нет разрыва с реальностью. И он понимает, для него гораздо больше тревожит, как дальше будет развиваться партия. После него, после меня, после наших сегодняшних молодых комсомольцев, которые будут в дальнейшем примут
руководящие посты и дальше оставить своим. Его слова как раз о том, что любой подлез обречен на вымирание без подлеска. Поэтому, конечно, он делает все для того, чтобы готовить кадровый состав. У нас именно по его инициативе образовалось вот такое Центр политическое образование, который готовит кадровый состав. В принципе, все региональные наши представители прошли через эту школу и во многом сегодня успешно работают в регионах, в других регионах, и многие сегодня показывают хорошие результаты на выборах. Поэтому, если говорить об этом, конечно же, если посмотрите за последнее время, сколько прошло человек, партийцев, рядовых партийцев, которые дошли до определенного руководящего уровня, потом ушли обратно в регионы, например, нашли себя в другом месте. А многие, вот, например, на моей памяти, которые прошли школу комсомола в свое время, достаточно эффективные, сегодня находятся у руководства партии. Это Юрий Афонин, первый заместитель руководителя партии, это Казбек Тайсаев, это Дмитрий Новиков. Это все люди, которые сегодня находятся в руководстве партии и очень эффективно работают в этом отношении. И это сделал, в первую очередь, дал им возможности раскрыться, в том числе и помог где-то советом, где-то, может быть, подзатыльником, может быть, добрым словом. Конечно же, Геннадий Андреевич Зюганов. И я уверен, что у него есть понимание, куда это развивается партия, что оставит он после себя. Конечно же, он лучше знает, лучше понимает и лучше видит, исходя из своего, в общем-то, мировоззрения и возможности видеть больше, чем мы с вами, например. Почему это? Потому Вот что у тут него я больше прям- информации, он больше, просто в силу обстоятельств лидер, настоящий лидер, не просто председатель, да, а настоящий лидер, у него больше объем информации, из которой он исходит. Именно поэтому я знаю определенный свой сегмент, кто-то знает больше. Вот там, например, у руководителей, у заместителей больше сегмент влияния и возможностей. А Геннадий Андреевич Зюганов как лидер партии, он должен видеть все на достаточно большом расстоянии и предсказывать, предугадывать и понимать, что будет дальше на ближайшие 5, 6, 7, 8, 10 лет. А я вот, кстати, Это, в принципе, в том числе и китайская модель такая же, да. Такая же я понял, да. Я вот, кстати, несмотря на ваш комплимент по поводу того, что я человек с опытом, понимаю, как работает, нет, не до конца, не всегда. Я вообще в этом смысле всегда скорее сторонился политики и смотрел на нее всегда именно со стороны. И в партию-то, собственно говоря, пришел не только по политическим соображениям, а искренне полагал, что свежая кровь, нужна, и, б, у меня действительно чисто организационных вопросов достаточно много. Я искренне собирался доставить партии массу полезного беспокойства. Но если вы знаете, если есть категория солдат партии, то есть категория интеллектуалов партии. Вот вы, наверное, мне кажется, больше в этом направлении. Да, 100%. Да. Причем Мы я же говорю, больше что выбрал солдаты, для себя... когда у нас есть задачи, мы ее должны решать. Хочу быть занозой, да. Да. Насколько я понимаю, этот вопрос не носит закрытого характера. Знаю, что в партии обсуждается тема создания Высшего Совета. Не обсуждается, она принята уже решение. Уже принято. Принято Расскажите решение, об этом. более того, не просто принято, Какую на предыдущем роль, съезде, на первой половине съезда 19-го съезда сначала приняли решение о создании Высшего Совета, а, соответственно, на второй части съезда был принят уже кадровый состав. Если я не ошибаюсь, там, сейчас могу ошибиться, но... Для чего это нужно? За что он будет отвечать, что регулировать, и является ли как раз этот Высший Совет глазами партии, который будет пытаться смотреть на нее со стороны? Высший Совет партии, в том числе, кстати, там многие присутствуют, там люди, которые своим жизненным путем достигли определенного уровня, может быть, даже где-то отошли от активной работы, но их советы, их возможность коммуницировать и обмениваться мнениями очень важны для того, чтобы мы как раз говорим о том, чтобы, наверное, в каком-то моменте партия не потеряла определенные взаимодействие и связь, как проще говорить, с землей.
Вот, наверное, так вот задача Высшего Совета — это там люди достаточно опытные, достаточно имеющие определенный багаж, очень интеллектуальные и плюс ко всему Интеллектуалам туда, авторитетные. да? Если Ну и авторитетные разные, там большой достаточно состав, я сейчас просто не готов сказать. Но это вот для этого именно сделал. Инициатор, и в том числе представлял этот Высший Совет, и, в общем-то, многих убеждал, потому что были определенные дискуссии, а что это, а не получится ли второй центр власти. То есть, и как раз Геннадий Андреевич Зюганов говорил о том, что о необходимости создания такого института, потому что это позволит более эффективно развиваться, более понимая обратную связь с обществом и, в общем-то, понимать, куда это все этот пойдет. институт уже вшит в устав? У него Да, какие да. полномочия? Ну, возьмете там, посмотрите устав, там это консультативный орган. Консультативный. Консультативный Ну, то орган, есть, да. условно говоря, выразить возмущение и лишить кого-нибудь Консультативный полномочий он не может. Нет, он, ну, поверьте, слова некоторых представителей Высшего Совета, они будут достаточно более эффективнее, чем какой-то инструмент, который определен в рамках там устава и так далее. Кто является председателем Совета? Сам Геннадий Геннадий Андреевич? Андреевич Зюганов, да. Кто входит из известных лиц? Это партийцы или как бы это что-то входят все типа партийцы, общественного? но входят все и совета? партийцы, входят все, ну, и руководство партии, естественно, входят все, входят в том числе и адмирал Камоедов, который в свое время он был командующим Черноморского флота, председателем комитета по обороне у нас. И таких очень людей очень много. И Савицкая входит, ну, собственно, много людей. Сейчас просто не могу вам перечислить все, но это... Без вопросов. Да. Смотрите, вот часто приходится приводить эту математику по различным оценкам социологическим. Тут в зависимости от того, как сформулировать вопрос в социологическом опросе, от 60 до 80% наших сограждан поддерживают социалистические преобразования. Ну, если, грубо говоря, за красных. Вот если отталкиваться от числа, даже можем, в принципе, по половину взять, это по нижнему порогу, если вот у нас брать 110, что-то около того, миллионов избирателей, то делим пополам, получаем 50 миллионов, 55. берем 5% пассионариев, о которых говорил Гумилев, и получаем, что численность партии, адекватная, по крайней мере, социологическим опросам, это 2,5-3 миллиона. Чем бы вы объяснили, что численность КПРФ в 10 раз меньше? Ну, во-первых, вы называете цифры. Я не знаю, почему именно эта цифра выводит на эффективное, скажем, количество партийцев, которые должна иметь партия в нынешней ситуации. Почему вы считаете, что 2,5-3 миллиона? Я не знаю, сколько... я вот уже говорю, отталкивался от 5% пассионариев. То есть каждый 20-й человек это эти такой энтузиаст, пассионарии не обязательно которому... должны быть там, не обязательно должны быть члены в принципе партии, да? То есть, во-первых, у нас много сторонников, у нас большой народно-патриотический союз, который, в общем-то, сплотился вокруг КПРФ, и 57 организаций. Поэтому, конечно же, это и есть. Но не обязательно там пассионарии должны быть. Это очень такая достаточно относительная математика. У нас за последние там 15-20 лет прошло, в общем-то, и задачи по умножению партий, они решаются, но мы, в принципе, провели очень качественно, за этот период провели очень качественную ревизию, в том числе членов партии, которые члены партии должны быть настоящие искренние члены партии, которые не идут в партию за каким-то мелким интересом, как, например, там, а действительно жить партией, работать ради партии, работать исходя из устава. А ревизия в чем заключалась? Ну, просматривая все это, организационные службы наши выходили. Многие были где-то были, соответственно, то количество, которое было заявлено, не всегда соответствовало действительности. Ну, это определенная работа была для того, чтобы сделать более качественную работу нашей организационной службы, для того, чтобы
контролировать полностью все на работу нашей партии в регионах. Ну, опять же, учитывая ваш, так сказать, профессиональный амплуа, не могу не поинтересоваться тем, в каком состоянии находятся сейчас гайки, о которых все время говорят, что их закручивают. И в том плане, что это далеко не первая ваша избирательная кампания. Можно ли ее сравнить с предыдущими? Насколько все стало хуже, лучше, по-другому? Каждая избирательная кампания имеет свою специфику. Если сравнить с избирательной кампанией 96-го года, 90-х годов, а потом 2000-х годов, даже просто взять элементарно предыдущую избирательную кампанию 21 года, 16 года, она в каждой избирательной кампании имеет свою определенную специфику. Мы прекрасно понимаем, что сегодня идет война. Война, она такая достаточно, это я не случайно это говорю, потому что она многослойная. Это в том числе экономическая война, это политическая война, это идеологическая война, самая тяжелая за умы нашего подрастающего поколения. И в том числе война горячая, которая сегодня идет в зоне специальной военной операции, которую, и, к сожалению, люди погибают, люди возвращаются с фронта с ранеными. В этих условиях, конечно же, надо исходить из нынешних условий, которые, понятное дело, что во время войны особо тут не разгуляешься с точки зрения агитационной работы, потому что те законы, которые сегодня приняты большинством Государственной Думы, а в частности Единая Россия, ЛДПР и другими сопутствующими партиями, поддерживающими партиями, в том числе и «Новые люди», принята масса ограничительных законов, которые сегодня ограничивают полностью такую полноценную работу избирательной кампании, в которой включает в себя, первое, агитационная кампания, агитационно-пропагандистская, и, конечно же, контролирующие функции во время самих выборов, то есть, соответственно, институт наблюдателей. И то у нас совершенно, то есть в нынешней ситуации оно имеет определенные ограничения. Мы неоднократно выступали, у вас тут Куриный, Алексей неоднократно у вас выступал на вашем радио, это он был, как раз представлял нашу позицию в Государственной Думе по изменению избирательного законодательства, но, к сожалению, это ничего не прошло. Поэтому, конечно же, в этих условиях никто не хочет, даже мы сейчас столкнулись о том, что давление на наших кандидатов, недавно выпущено было обращение Геннадия Андреевича Зюганова, достаточно жесткое обращение, мы его распространили по всем соцсетям, по всем нашим средствам массовой информации. Да, мы тоже его дублируем. Да, достаточно жесткое заявление, просто снимает наших кандидатов по совершенно надуманным предлогам, какие-то шрифты, какие-то там, какие-то ссылки на какие-то ресурсы, ну, то есть полная глупость такая, то есть просто по сути, любого человека можно сегодня взять, подтянуть и, наверное, как бы обосновать и каким-то снять, а в наших судах иди доказывай в конце, может быть, после избирательной кампании, может быть, и докажешь. В этих условиях, конечно же, важно, это было обращение, которое направлено и в адрес нашего актива, который в том числе и мобилизует наш актив в этих условиях, в условиях ведения избирательной кампании и контроля ее. Конечно же, эта избирательная кампания, она имеет определенную свою специфику, отличную от других. Александр Андреевич, а вот если исходить из логики момента и понимать, что КПРФ не только коммунисты, но и патриоты, и вы реально не хотите сегодня раскачивать лодку в ситуации горячей войны, которая тоже является эхом холодной войны, не было бы разумным сфокусировать еще больше усилий, больше энергии на то, чтобы раскачивать внешние империалистические лодки? Нет, вопрос не в том, что как раз раскачивают лодку как раз в нынешней ситуации, когда нам говорят, там, давайте там сплотимся, давайте там выступим единым фронтом, но при этом партия власти принимает такие решения, которые почему-то за период войны с 22 года было 100 миллиардеров, сейчас 150 миллиардеров, и у них все это увеличивается, а у других почему-то, то есть для одних это, соответственно, увеличение, соответственно, своего капитала, а на других ложится это просто, на большинство ложится это бременем там поборов, там разного рода штрафов, разного рода налоговых. Поэтому раскачивают лодку-то как раз не мы, как кто нас там упрекает, а раскачивают лодку именно те представители партии власти, которые
принимают те решения, которые в нынешних ситуациях, во-первых, оно, несправедливое, и, оно в этих условиях не позволяет никаким условиям, возможностям для того, чтобы народ действительно сплотился, для того, чтобы полностью дать отпор внешнему врагу. В этих условиях, конечно, мы об этом говорим, и об этом говорят неоднократно Геннадий Андреевич Зюганов. Я говорю как раз о внешнем фронте, о борьбе с мировым империализмом современным, которое и создает вот эти условия. Коммунистическое движение всемирное. Что касается международной деятельности, вы знаете, что только наша партия за последние 3-4 года провела мощнейшие международные форумы, антифашистские форумы, на которые приехал туда весь мир. Более 170 делегаций из 100 стран. Никому к Единой России столько не приезжает, даже если там кто-то и приезжает, но они столько не соберут, даже из западных стран, как раньше было сказано, чуть не сорвалось с языка, с капиталистических стран, но сейчас уже это не актуально, да, но с западных стран, которые сегодня являются впрямую нашими противниками, и то нашли возможность для того, чтобы представители левых партий этих стран приехали через третьи страны, через четвертые, через пятые страны, приехали и поддержали нас в этой антифашистской борьбе. Еще раз напомню, 170 делегаций из более чем 100 стран. Поэтому это был достаточно представительный форум. Он у нас уже прошел 3-й. Плюс ко всему еще проходил еще медиафорум между этими событиями. Поэтому в этих условиях с точки зрения ведения международной деятельности КПРФ является сегодня таким локомотивом движения международных организаций, которые имеют возможность привести, собрать и провести достаточно очень качественно и очень резонансный международный форум, который дальше разошелся по всему миру. Сижу все вот с прошлого вопроса, как-то это зреет. А как так вот произошло, что мы теперь вот это вот раскачивание лодки воспринимаем как нечто антигосударственное? Что вообще подразумевается под этим раскачиванием лодки? Неужели мы, как коммунисты, должны стесняться того, что качаем лодку, которая плывет не туда, или качаем лодку, которая... То, что лодка плывет не туда, это вопрос не в том, что она плывет не туда, и если ее раскачать, она утонет. Это то, что и плывет не туда, ее надо направить туда, куда она должна. А как понять, вот где грань, когда она тонуть начинала, то есть где полезное раскачивание, где не полезное? Вот согласитесь, хоть и договорились. Нет такого. Это, понимаете, это штамп, который нам, собственно, повесили, вот это раскачиваем лодку. Мы же говорим не об этом. Это вопрос не в лодке, куда она, что идет. Курс, куда идет наша страна, он пагубный на сегодняшний день. Если курс направлен на то, экономический курс, финансово-экономический курс, направлен на то, чтобы банки увеличили втройне, удесятерили свои капиталы, а большинство населения просто нищает, нечем платить просто элементарно за квартиру. Тарифы, коммунальные тарифы, которые распродали всю коммуналку в частные руки, просто издеваются, собирают с людей. Самый большой бизнес сегодня, точнее не бизнес, бизнес отвратительное слово, самая большая прибыль сегодня происходит у участников, которые проводят свои действия, собирая деньги с людей. Вот это самое большое. Кто на этом освоил все эти свои... Тот продолжает увеличивать свои капиталы. Капитализм не остановится ни перед чем, крупный капитал не остановится ни перед каким преступлением, чтобы не увеличить его в 300 раз. Поэтому это классика. Поэтому в этих условиях, конечно же, мы говорим не о том, если курс выбран такой правительством, то, наверное, значит, мы куда-то не туда повернули с этим правительством. Курс у нас президент выбирает, не правительство. Финансово-экономический курс выбирает правительство, определяет. Те, кто определяет этот курс, президент. Президент в том числе. Поэтому, естественно, и Геннадий Андреевич Зюганов на встрече с президентом прямую, никакой другой лидер партии, лидер фракции не может прямую сказать то, что говорит Геннадий Андреевич Зюганов, о чем, собственно, говорил неоднократно и президент Российской Федерации. Поэтому встречи, в том числе и лидер нашей партии, неоднократно настаивает над этим, на том, чтобы эти встречи были регулярные, для того, чтобы
более эффективно и более доносить нашу позицию. А во многом, посмотрите, если вы, там многие там критикуют, вот там вы там полемикой занимаетесь, там, популизмом и так далее. Но многие решения во многом приняты наши, принятые президентом в том числе. Полемики, в понятном всем популизме. Нет, ну, я имею в виду наши оппоненты, но многие, собственно, то хорошее, которое сегодня, собственно, есть, во многом это настаивание, это позиция нашей партии, которая реализована и принята сегодня высшим руководством нашей страны. Салатики описывали революционную ситуацию, как верхи не могут, низы не хотят. Как бы вы оценили соответствие нынешней политической ситуации в стране этим критериям? Я думаю, что с учетом того силового аппарата, бюрократических структур, верхи еще могут. Сказать, что низы не хотят, тоже я не могу этого сейчас на сегодняшний день. То есть ситуация, о которой вы сейчас говорите, которая была сформулирована Владимиром Ильичем Лениным в 1917 году, я думаю, что сейчас еще до этого не дошло, потому что тяжелая ситуация, тяжелая, в общем-то, обстановка сегодня происходит. Но если мы же встречаемся, вот сейчас идет избирательная кампания, мы встречаемся с людьми, мы встречаемся, разговариваем. Тяжелый, у каждого человека там просто встречи проходят, ну, достаточно в агрессивной форме. То есть каждый человек, то есть он в тебе видит не просто там, собственно, ты являешься кандидатом коммунистической партии, но он тебя видит представителя власти, на которое все, что на него сегодня навалилось, в том числе и потеря кормильцев, и потери детей, и потери, собственно, работы, потери земли у простых сельхозтружеников, которая она приватизирована, и дальше они... И это тяжелейшая история, которая, собственно... Но в больших крупных городах, посмотрите, сейчас в Москву выйдете, вот пройдитесь по городу вечером, бары работают, гуляют, какие-то клубы, дискотеки. Абсолютно праздные. Вот кто-то воюет, а кто-то танцует и пляшет. Зайдите в рестораны, в какие-то вот московские. Я не говорю там, вот я из Уфы вчера прилетел. Зайдите, посмотрите, какие цены. Они даже в голове не укладываются, эти цены. И посмотрите, они забиты сегодня. Значит, есть определенная, скажем, прикормная верхушка, которая сегодня, так или иначе, те, которые там находятся у контрактов, у бюджетов и так далее. И дальше это расходится до приближенных их. Это определенный конечный круг людей, но он еще существует. Дальше у них там есть люди, которым там со своими большими деньгами они содержат свой определенный там, скажем, там обслуживающий персонал, который тоже довольны, наверное, каким-то своим нынешним положением, потому что они получают, ну, наверное, большую зарплату. Но в большинстве своем случаев, если мы говорим о правильном развитии государства, о правильном развитии экономики государства, государство невозможно, оно не выживет без того, чтобы производить, для того, чтобы созидать, для того, чтобы иметь мощный научно-технический потенциал, очень грамотного, очень способного инженера, для того, чтобы государство обязано лечить, учить и защищать. Вот без этого, понимаете, поэтому, возвращаясь к вашему вопросу, верхи не могут, низы не хотят, я думаю, что еще такая ситуация не настала. Поэтому наша задача сегодня максимально сделать для того, чтобы наша страна сегодня, по крайней мере, в нынешних условиях развернулась именно на те рельсы, которые сегодня требуются. Экономика должна находиться на военных рельсах, должна быть мобилизована именно на достижение тех задач, которые у нас сейчас вот это стоят. ваша фраза, эта ситуация еще не настала. Следует ли интерпретировать, что она настанет неизбежно? Ну, я даже вот так скажу. Нет. Вы представляете себе никогда переход не говори или... никогда, все может произойти. Конечно, все, если так пойдет дальше, так или иначе, все может прийти к этому. Я к тому, что вы представляете себе эволюционный переход к социализму? Абсолютно. История таких прецедентов просто не знает. Классики так, а где у нас был эволюционный переход к социализму?
Классики вот утверждают, что без пролетарской революции вообще не обойдется. Потому что вот сами вот противоречия капиталистические между капиталом и трудом. Давайте мы сейчас вот в эту полемику, это она такая, на достаточно долгое время полемика, но я вам просто приведу пример. Конечно, вы сейчас скажете, там, можете упрекнуть меня в том, что там, собственно, и тоже капиталистический строй, но уровень социализации достаточно на высоком уровне. Уровень развития страны в условиях общего дефицита, в условиях не имея никаких природных ресурсов, никаких, соответственно, закромов, кроме там калийных удобрений, ничего, собственно, нет. Я говорю о Беларуси. Но на примере этого... Где была бы Белоруссия без России? Перестаньте. Подождите, она не самодостаточная страна. Подождите. Где сейчас Украина? Давайте без этого говорить. Стартовали-то одинаково в 91 году. Так. Стартовали одинаково. И где сейчас Белоруссия, где Украина? А Украина была мощнейшим государством. В качестве примера социализма приводите? Нет, я говорю в качестве примера возможности решения задач с точки зрения не потерять главную задачу социализацию, социализированного ведения хозяйства. Жалко. То есть социализм, нет, я не про это говорю, я не хочу дискутировать на тему социализм-капитализм, я просто говорю, что сегодня социальные гарантии в Беларуси, развитие страны в условиях дефицита, зачастую не имея никаких закромов, никаких природных ресурсов, никаких там, в условиях тех же санкций, которые сегодня происходят и против нашей страны, и в том числе и против Беларуси. В Беларуси еще больше, раньше происходило, введены были определенные санкции. Но она как-то развивается, показывает результат, показывает производство. Производство у них не упало, у них, в общем-то, достаточно высокий уровень жизни, цены достаточно не сильно высокие. Конечно, они там в рамках рыночной общей ситуации не могут быть, конечно, полностью закрыты, но тем не менее есть определенные гарантии. Наши народные предприятия, которые показывают пример, в том числе и совхоз Ленина, совхоз Звениговский, показывают о том, что люди, которые работают на этих предприятиях, имеют возможность социальных гарантий от предприятий. Предприятия не получают никакие дивиденды, а вкладывают в развитие этого предприятия. Вот на таком примере можно показать, что может даже в этих условиях сегодня, собственно, и повернуть экономику в интересах каждого гражданина. Повернуть эволюционно. Конечно. А потом в учебниках написать, такого-то числа произошла вторая социалистическая революция. И вопрос будет снят. Чем глубже падаешь, чем сильнее отталкиваешься. Поэтому тут вот в этом отношении ситуация может быть достаточно разная. Поэтому если вы говорите, придет ли такая ситуация, не придет, она, конечно, может прийти. Когда революционная ситуация, которая и вполне возможно все что угодно. И в том числе и революционные события. Партия готова к этой ситуации? Партия всегда ко всему готова. Классики просто говорят, в условиях того, как развивалась партия после 91 года, как она собиралась, через что она прошла, через какие испытания, давления она прошла, партия готова сегодня ко всему. То есть вышеупомянутые классики как раз-то и говорили, что по одной революционной ситуации мало, нужна еще и революционная партия для ее разрешения. Вот КПРФ является революционной партией? КПРФ является партией, которая отвечает сегодня всем запросам нашего общества и готова решить эти запросы. Лучший ответ на этот провокационный, вне всяких сомнений, вопрос мне понравился. Это партия с революционной идеологией. И прям сразу снимаешь все поверхностное натяжение, связанное с законодательством, и, не дай бог, призывом революции. Спасибо большое, Александр Андреевич, за интересные ответы. Вы держались молодцом. Спасибо. Это был очередной эфир программы «Красная пчела». В студии был партийный критик Кирилл Рычков, руководитель пресс-службы фракции КПРФ в Госдуме, секретарь ЦК КПРФ Александр Ющенко. Спасибо, Федор. Модерировал процесс политический обозреватель Федор Бирюков. Мир вам. Совету передается вся государственная власть.